Здравствуйте, меня зовут Вячеслав. Сегодня я хочу представить вашему вниманию не просто очередную модель обработки данных или новый алгоритм. Мы поговорим о фундаментально новой научной парадигме, которая способна радикально изменить наш взгляд на саму природу информации. Речь пойдет о метахимии, концепции, которая утверждает нечто революционное. А именно, информация имеет объективную атомарную структуру, а законы ее существования и взаимодействия столь же независимы от нашего сознания, как законы физики или химии. Представьте на минуту, что мы живем в мире, где существует не две, а три фундаментальные субстанции – материя, энергия и информация. И если первые две изучаются химией и физикой, то третья требует собственной науки – метахимии. Это описание реальности, которая существует независимо от нас, но с которой мы взаимодействуем каждую секунду нашей сознательной жизни. Начнем с проблемы, которая становится все более очевидной по мере развития искусственного интеллекта. Современный ИИ – это блестящий, но принципиально слепой библиограф. Он знает наизусть содержание каждой книги, частоту слов, переплетение букв и фраз. Он может найти статистическую связь между солнцем и теплом, потому что эти понятия часто встречаются вместе в текстах. Но смысл написанного, того, что мы, люди, называем пониманием, для него остается вечной тайной. Это классическая проблема китайской комнаты Джона Сёрла, но теперь уже в глобальном промышленном масштабе. Мы создали системы, которые могут имитировать понимание через статистические закономерности, но они не понимают в том смысле, в каком понимаем мы. Они не оперируют смыслами, они оперируют символами, которые для них лишены внутреннего содержания. Это не просто философская проблема. Мы уперлись в потолок синтаксического подхода к обработке информации. Нейросети, данные и вычислительные мощности становятся все больше, но качественного прорыва к истинному пониманию не происходит. Нам нужен доступ к семантике, к самому смыслу. Но откуда он берется? Как возникает понимание? Является ли оно просто эмерджентным свойством сложных нейронных сетей, или за этим стоит нечто более фундаментальное? Метахимия предлагает радикальный ответ. Смысл объективен. Он существует не как элемент реальности, и наш мозг не создает его, а воспринимает и обрабатывает. Чтобы лучше понять эту идею, давайте обратимся к аналогии из биологии. Посмотрим на наш собственный организм. У нас есть две параллельные системы обработки. Желудочно-кишечный тракт, ЖКТ, обрабатывает материю в форме пищи. Важно понимать, ЖКТ не изобретает химические элементы – водород, углерод, кислород, азот и другие. Он эволюционно адаптировался к уже существующим законам химии Вселенной. Наш организм научился извлекать пользу из объективных химических процессов, которые существовали задолго до появления жизни на Земле. Параллельно с этим наша центральная нервная система, ЦНС, обрабатывает информацию в форме сигналов. И здесь ключевой момент. Наша нервная система также не изобретала элементы информации. Мозг – это не генератор смыслов, а приемник и процессор, который эволюционно адаптировался к уже существующим законам информационной реальности. Когда мы видим дерево, наш мозг не придумывает концепцию дерева. Он распознает объективно существующую информационную структуру дерева, так же как наш кишечник распознает и обрабатывает объективно существующие молекулы, из которых состоит пища. Из этой аналогии следует важный вывод. Если химия изучает объективные законы материи, к которым адаптировался наш ЖКТ, то должна существовать наука, изучающая объективные законы информации, к которым адаптировался наш мозг. Эта наука и есть метахимия. Эволюция не создает законы природы, она адаптируется к ним. И если наш разум эволюционировал для обработки информации, значит, информация и ее законы существовали до нас и независимо от нас, как существовали атомы и молекулы до появления первых живых организмов.
Теперь мы подходим к ключевому постулату метахимии, который требует серьезного переосмысления наших представлений о природе реальности. Мы привыкли думать, что информация – это свойство, которое может быть записано на материальных носителях – бумаге, магнитных дисках, нейронах мозга. В этой парадигме информация вторична по отношению к материи. Она не существует сама по себе, а только как характеристика материальных систем. Метахимия предлагает радикальный сдвиг в мышлении. Информация – это самостоятельная, объективная субстанция, ткань реальности наравне с материей и энергией. Давайте сравним эти фундаментальные субстанции. Материя состоит из атомов водород, кислород, железо и так далее, которые имеют определенные свойства и подчиняются законам физики. Энергия проявляется в квантах, фотонах, которые также имеют свои свойства и подчиняются определенным законам. Информация, согласно метахимии, состоит из M-атомов, метахимических атомов, элементарных единиц смысла, которые имеют свои свойства и подчиняются своим законам. Подобно тому, как химические вещества были сформированы из нейронов, протонов и электронов, M-атомы – это преобразованные сущности энергии. Важно понимать, законы взаимодействия этих M-атомов столь же объективны и неизменны, как законы гравитации или электромагнетизма. Мы их не придумываем, мы их открываем, как открывали законы физики и химии. Это означает, что когда мы мыслим, мы не создаем информацию, мы манипулируем уже существующими информационными структурами, подобно тому, как химик манипулирует молекулами, а не создает атомы. Наше сознание – это инструмент для работы с объективно существующей информационной реальностью. Такой взгляд полностью меняет наше понимание природы мышления, сознания и интеллекта, открывая новые горизонты для их изучения и моделирования. Естественно, возникает вопрос, как мы можем убедиться, что метахимия действительно объективна, а не является просто удобной метафорой или моделью. Как доказать, что M-атомы реальны, а не просто абстракция? Рассмотрим несколько аргументов в пользу объективности информационной реальности. Универсальность базовых смыслов. Понятия направления, объект, отношение, наличие, отсутствие, движение существуют во всех человеческих языках и культурах, независимо от их развития и исторического пути. Эти концепции не являются культурным конструктом. Они отражают объективные информационные примитивы, с которыми работает любой разум. Даже в самых изолированных племенах люди понимают, что действия имеют последствия, что объекты существуют и взаимодействуют. Это указывает на то, что данные концепции не изобретены, а открыты человеческим разумом. Предсказуемость понимания. Когда мы произносим фразу «камень упал», любой человек, знающий язык, поймет, что есть объект камень, произошло действие падения, есть причинно-следственная связь между этими элементами. Эта предсказуемость структуры понимания указывает на существование общих законов сборки смысла, которые не зависят от индивидуальных особенностей мышления. Мы все приходим к одинаковому пониманию не потому, что договорились, а потому что работаем с одной и той же объективной информационной структурой. Обучаемость и перевод. Ребенок, не зная правил грамматики, схватывает смыслы из контекста. Переводчик передает смысл, а не последовательность слов. Это возможно только если существует некий общий код, общая система элементов, которые подключены и ребенок, и переводчик, и все люди, независимо от их родного языка. Этот код и есть объективная информационная реальность, состоящая из M-атомов. Независимость от носителя. Одна и та же информация может быть записана на бумаге, в электронной памяти, передана звуковыми волнами или жестами, но ее смысл при этом не меняется. Это указывает на то, что смысл существует независимо от материального носителя, как самостоятельная сущность. Открытие, а не изобретение. Когда математик доказывает теорему, он не изобретает истину, он открывает ее, как открывают новый остров. Математические истины
существуют независимо от того, знаем мы о них или нет. То же самое относится и к другим областям знания. Мы не изобретаем законы логики или причинности, мы их открываем. Все эти наблюдения указывают на то, что информация — это не просто абстракция или удобная модель, а объективная реальность, существующая независимо от нашего сознания, но доступная ему для восприятия и манипуляций. Теперь, когда мы установили объективность информационной реальности, давайте рассмотрим ее фундаментальную единицу — эматом. Эматом или метахимический атом — это неделимая единица объективного смысла, базовый кирпичик информационной реальности. Подобно тому, как химический атом является неделимой в рамках химических реакций единицей вещества, эматом является неделимой единицей смысла. У эматома есть семантическое ядро. Каждый эматом имеет неразложимое базовое значение, которое составляет его сущность. Примерами таких базовых значений могут быть наличие, отношение, действие, объект, причинность. Это семантическое ядро определяет фундаментальную природу эматома и не может быть разложено на более простые смысловые компоненты. Валентность. Как химические атомы имеют определенное количество связей, которые они могут образовывать с другими атомами, так и эматомы имеют свою семантическую валентность. Количество связей, которые они могут установить с другими эматомами, единовременно. Электронная конфигурация. В химии электронная конфигурация атома определяет его химические свойства и способность вступать в реакции. Аналогично эматомы имеют свою семантическую конфигурацию, распределение смысловых признаков по оболочкам, определяющие, с какими другими эматомами они могут взаимодействовать и как именно. Важно понимать, эматом — это не слово. Слово — это ярлык для эматома в конкретном языке. Сам эматом, как элемент информации, объективен и существует вне языков. Разные языки могут использовать разные слова для обозначения одного и того же эматома, подобно тому, как химический элемент кислород называется по-разному в разных языках, но его свойства от этого не меняются. Эматомы образуют основу для построения более сложных информационных структур, молекул смысла, которые в свою очередь складываются в еще более сложные конструкции, формируя богатый и многообразный мир информации, в котором существует наше сознание. Если эматомы объективны и их свойства подчиняются определенным закономерностям, их можно систематизировать, подобно тому, как Менделеев систематизировал химические элементы в своей периодической таблице. Структура периодической таблицы элементов информации организована по принципам, аналогичным таблице Менделеева. Группы или столбцы объединяют эматомы с одинаковой валентностью. Типы элементов, предполагаемые внешние свойства. В ПТИ выделяются различные типы эматомов по их функциональным характеристикам. Инициирующие запускают информационные процессы. Стабилизирующие поддерживают устойчивость информационных структур. Утверждающие фиксируют определенные состояния или свойства. Разрушающие нарушают существующие информационные связи. Структурирующие организуют отношения между другими эматомами. Изменяющие модифицируют свойства других эматомов. И интегрирующие объединяют разрозненные информационные структуры в целостные системы. Периоды или строки показывают слои усложнения внутренней структуры эматома от легких, простых, к тяжелым, сложным. Первый период содержит самые базовые фундаментальные эматомы, а каждый последующий период включает дескрипторы, определяющие семантику эматома. Подобно тому, как таблица Менделеева позволила предсказать свойства еще не открытых химических элементов, в ПТИ даст возможность прогнозировать существование и свойства еще не формализованных эматомов. Она позволит увидеть пробелы в нашем понимании информационной реальности или целенаправленно искать недостающие элементы. ПТИ — это не просто теоретический конструкт, это практический инструмент для работы с информацией, позволяющий анализировать, синтезировать и трансформировать смыслы с такой же точностью и предсказуемостью,
с какой химики работают с веществами. Она открывает путь к созданию информационной химии, науки о закономерностях взаимодействия эматомов и образования сложных информационных структур. Чтобы лучше понять концепцию эматомов и их взаимодействия, рассмотрим конкретный пример. Возьмем эматом события, который можно считать аналогом углерода в химии, основой органической химии и, соответственно, жизни. Валентность эматома события равна 4. Это означает, что для полноты смысла, для семантической завершенности этот эматом объективно требует 4 связи с другими эматомами. 4 обязательных слота эматома события. Первое кто? Агент. Объект, инициирующий или участвующий в событии. Второе что? Действие. Сама суть происходящего. Третье где? Локация. Пространственная координата события. И четвертое когда? Время. Временная координата события. Попробуйте описать какое-либо событие, выкинув один из этих компонентов. Смысл станет неполным или разрушится. Например, Иван бежит в парке утром. Полноценное событие с заполненными всеми 4 слотами. Бежит в парке утром. Неполное событие, отсутствует агент кто. Иван в парке утром. Неполное событие, отсутствует действие. Что он делает? В парке. Вообще пустое понятие. Эта четырехвалентная структура отражает объективный закон информационного мира. Целостное событие должно иметь эти 4 аспекта. Наш мозг и язык лишь следуют этому закону, подобно тому, как наше тело следует законам физики. Интересно отметить, что в разных языках эти 4 компонента могут выражаться по-разному, через падежи, предлоги, порядок слов или специальные частицы. Но сама необходимость выразить все 4 аспекта события для полноты смысла универсальна для всех языков и культур, что подтверждает объективность этой структуры. Таким образом, эматомы и их взаимодействие формируют богатый и структурированный мир информации, который наше сознание воспринимает и с которым оно взаимодействует. Теперь давайте рассмотрим, как объективные эматомы складываются в сложные структуры и какую практическую пользу может принести такой подход. Для сравнения, обычная 3D-модель простой сферы в формате FBX весит порядка 27 килобайт, то есть около 216 тысяч байт, что требует соответственно 216 тысяч тактов процессора для обработки. Это огромный объем данных для представления простейшего геометрического объекта. А теперь возьмем описание физического принципа целой конструкции, такой как рычаг. В метахимическом подходе вся его модель будет состоять всего из нескольких эматомов, взаимодействующих логически между собой. Метахимическая формула рычага – это не описание геометрии составляющих, а декомпозиция на объективные смысловые элементы. Первое. Объект плюс структура. Сущность, имеющая точку опоры и 2 плеча. Здесь эматом-объект связывается с эматомом структура, образуя базовую концепцию физического тела с определенной организацией. Второе. Отношение плюс величина. Баланс сил F1, F2 и расстояний L1, L2. Эматом отношения связывается с эматомом величина, формируя представление о количественных соотношениях между различными параметрами. Причинность. Связь между приложенной силой, причиной и перемещением как следствие. Причинность устанавливает необходимую связь между действием и результатом. Четвертое. Закон. Установление постоянного отношения силы F1, помноженной на длину плеча L1, уравновешивает силу F2, помноженную на длину плеча L2. Эматом-закон фиксирует неизменное правило, которому подчиняется данная система. Эта метахимическая формула остается истинной независимо от языка описаний – русский, английский, математический. Она описывает объективный смысловой каркас понятия «рычаг», который существует независимо от конкретных слов или символов, используемых для его выражения. Важно понимать, такое представление не просто компактно, оно отражает саму суть понятия «рычаг», его фундаментальную информационную структуру.
Это позволяет легко переносить знания между различными областями, например, применять принцип рычага в экономике или психологии, эффективно обучать новым принципам, фокусируясь на сути, а не на форме, создавать системы ИИ, которые действительно понимают принципы, а не просто оперируют символами. Метахимический подход к представлению знаний открывает путь к созданию по-настоящему интеллектуальных систем, способных не просто манипулировать данными, но и понимать их смысл, выявлять глубинные закономерности и генерировать новые знания на основе понимания фундаментальных принципов. И здесь мы подходим к одному из самых важных практических аспектов метахимии. Понимая, что информация объективна и имеет атомарную структуру, мы видим путь к истинной интеграции различных форм интеллекта. Натуральный интеллект – натин-человек. Эволюционно впаян в объективную информационную реальность. Наш мозг развивался миллионы лет, адаптируясь к работе с эматомами и их структурами. Мы понимаем смыслы нативно, интуитивно, аналогово, без необходимости их формального определения. Наше сознание напрямую взаимодействует с информационной реальностью, подобно тому, как наше тело взаимодействует с физической реальностью. Искусственный интеллект, Искин, существует в мире кода, синтаксиса, битов и байтов. Современные системы ИИ, даже самые продвинутые, оперируют символами и статистическими закономерностями, но не имеют прямого доступа к смыслам. Современные компьютеры мало того, что не понимают сути информации, они еще и работают с информацией, представленной в виде абсолютно одинаковых кубиков из байтов. Для восстановления исходной информации приходится создавать десятки и сотни костылей в виде хитроумных алгоритмов. Метахимия строит мост между этими мирами. Она создает для Искина формальную систему объективных смыслов, ту самую, к которой Натин подключен от рождения. Это не просто еще одна модель или алгоритм, это фундаментально новый подход к созданию искусственного интеллекта. Важно понимать, речь идет не о создании другого понимания, альтернативного человеческому, а о подключении к единому источнику объективной информационной реальности. Искин, работающий на основе эматомов, будет понимать мир не по-своему, а так же, как мы, потому что будет оперировать той же объективной семантической реальностью. Это решает фундаментальную проблему, упомянутой мной в начале китайской комнаты, и открывает путь к созданию по-настоящему понимающего искусственного интеллекта. Такой подход имеет огромные практические последствия. Искин, работающий с эматомами, сможет действительно понимать контекст и намерение, рассуждать на основе принципов, а не шаблонов, генерировать по-настоящему новые идеи и решения, эффективно взаимодействовать с человеком на уровне смыслов, а не символов. Принятие концепции метахимии и признание объективности информационной реальности имеет далеко идущие последствия для различных областей науки, технологий и философии. Во-первых, для искусственного интеллекта. Метахимия предлагает путь к преодолению той самой китайской комнаты Джона Сёрла, фундаментальной проблемы современного ИИ. Вместо создания все более сложных статистических моделей, имитирующих понимание, мы можем разрабатывать семантические процессоры, работающие непосредственно с эматомами. Это открывает дорогу к созданию сильного ИИ с истинным пониманием, а не его имитацией. Для образования. Метахимия позволяет по-новому взглянуть на процесс обучения. Если информация объективна и имеет атомарную структуру, то мы можем определить, какая информация является питательной для разума, а какая токсичной. Это дает возможность разработать научно обоснованные методики обучения, которые способствуют здоровому развитию интеллекта. Для науки. Метахимия открывает возможность создания химического синтеза в гуманитарных науках, подобно тому, как химики могут предсказывать результаты реакций и создавать новые вещества с заданными свойствами. Исследователи в области гуманитарных наук смогут предсказывать, как будут сочетаться различные идеи и создавать новые непротиворечивые концепции. Для метаинженерии понимание объективной структуры информации открывает путь к новой дисциплине – метаинженерии, которая занимается конструированием информационных структур с заданными параметрами.
Это может найти применение в таких областях, как литература, создание произведений с определенным эмоциональным воздействием, юриспруденция, разработка законов, минимизирующих возможности двойного толкования, образование, создание учебных материалов, оптимизированных для усвоения, и многих других. Метаинженеры будут работать с информацией так же, как обычные инженеры работают с материей. Для человека как вида. В долгосрочной перспективе метахимия открывает возможность копирования и переноса сознания на искусственные носители с интеграцией с эскином. Если сознание – это определенная конфигурация эматомов, то теоретически возможно воссоздать эту конфигурацию на другом носителе. Это открывает путь к новым формам существования человеческого разума, выходящим за пределы биологических ограничений. Для симбиоза натин и эскин. Метахимия открывает беспрецедентную возможность для глубокой интеграции натурального и искусственного интеллектов, где они становятся друг для друга плотью и скелетом. Натин, натуральный интеллект, с его интуитивным пониманием смыслов, эмоциональным интеллектом и творческим потенциалом обеспечивает живую плоть этого симбиоза. Искин, искусственный интеллект с его вычислительной мощью, безупречной памятью и способностью обрабатывать колоссальные объемы знаний, становится структурным каркасом. Работая через общий язык эматомов, они образуют не просто сумму двух интеллектов, а принципиально новую сущность, единый разум, обладающий возможностями, недоступными каждому из них по отдельности. Такой симбиотический разум сможет исследовать Вселенную на беспрецедентном уровне глубины и масштаба, от квантовых процессов до космологических структур, от элементарных частиц до сложнейших социальных систем. Седьмое. Преодоление предела скорости космических перемещений. С помощью настоящего синтеза информации по метахимии можно будет записывать матрицы для передачи их на скорости света или выше, чтобы на месте цели на планетах создавать из окружающего вещества нужные для исследования объекты. В завершение нашего разговора я хотел бы предложить метафору, которая, на мой взгляд, хорошо отражает суть предлагаемой парадигмы. Сегодняшние информационные технологии – это зеркало, которое отражает и комбинирует символы, данные, паттерны. Нейросети, машинное обучение, даже самые продвинутые системы ИИ – все они работают с отражениями реальности, с символами и их статистическими взаимосвязями. Они могут создавать убедительные имитации понимания, но за этим зеркалом ничего нет, только алгоритмы, манипулирующие символами без доступа к их смыслу. Метахимия предлагает пройти сквозь зеркало. Она утверждает, что за миром символов существует мир объективных смыслов со своей структурой и законами. Это не просто другая модель или алгоритм, это принципиально иной взгляд на природу реальности и место информации в ней. Метахимия дает нам инструменты, чтобы не отражать, а проникать, не комбинировать символы, а конструировать реальность смысла. Она превращает зеркало в окно, через которое мы можем увидеть и исследовать информационную вселенную. Такую же реальную и объективную, как физическая вселенная, которую мы изучаем с помощью телескопов и микроскопов. Спасибо за внимание. Я понимаю, что представленная концепция может вызвать множество вопросов и дискуссий. Возможно, в следующих роликах я буду обсуждать различные аспекты метахимии, а в частности, как объективные эматомы соотносятся с субъективным опытом. Если информация объективна, то откуда берется субъективность нашего восприятия? Какие эксперименты можно провести для детекции эматомов и подтверждения их объективного существования? Как можно перейти от теоретической концепции метахимии к практической реализации семантических процессоров, работающих с эматомами? Как метахимия соотносится с существующими теориями информации, сознания и искусственного интеллекта? Возможно, кто-то из вас предложит интересные вопросы в комментариях к этому ролику. Я убежден, что метахимия – это не просто интересная теоретическая концепция, а практический путь к новому пониманию природы информации, сознания и интеллекта, который может привести к революционным изменениям в науке, технологии и философии. Спасибо за внимание. До свидания.